Друзья, сегодня не будет длинных интервью, сегодня не будет задушевных бесед, сегодня будет несколько другая энергетика в этом выпуске. Мы находимся около клуба «Гагарин». Здесь сегодня проходит большой благотворительный концерт сразу 3 коллективов, точнее 2 коллективов и 1 артиста. Это порнофильмы, «Нервы» и рэпер Фейс. Мы попробуем показать вам нашими глазами, что будет происходить внутри. И главное, помните, Израиль с Украиной и Израиль против войны. Нет войны. Володь, последний раз вы были в Израиле на концерте несколько лет назад. Скажи, какая принципиальная разница между прошлым концертом и сегодняшним лично для тебя и для группы? Ну, главная разница – это повод не самый приятный, это война, и мы приехали в этот раз вот в связи с организацией благотворительного фестиваля в помощь пострадавшим украинцам. А именно вот по эмоциям в зале, ты почувствовал ли, что они немножко другие сегодня? Мы говорим уже после вашего выступления. Почувствовали ты, что эмоции уже немножко другие, чем они были, допустим, в прошлый раз здесь же? На самом деле каждый концерт вообще всегда в этом плане, в плане эмоций уникальный, поэтому мне трудно вообще сравнивать и оценивать. И еще, наверное, второй момент, что я еще не совсем отошел от концерта и пока еще не могу проанализировать, оглянувшись назад, потому что он произошел только что, вот буквально пару минут. Поэтому если бы мы беседовали там через день-два, когда я уже, что называется, успокоился, то я мог бы, наверное, ответить на это. Ну, вы улетаете, к сожалению, через день-два. Да, ну, не знаю, он просто другой, этот концерт. Скажи, пожалуйста, чья была, в принципе, идея организовать этот благотворительный тур? У вас тур на 9 городов, если не ошибаюсь, у 3. Мы думали об этом со своей стороны. Ребята из группы «Нервы» тоже хотели сделать серию благотворительных концертов. Ваня Фейс тоже уже успел несколько сыграть до этого момента. И то есть это такая коллаборация спонтанная получилась? Мы решили просто объединить усилия для того, чтобы инфоповод был более громкий, и мы смогли собрать больше денег. Друзья, всем добрый вечер. Мы группа «Порнофильмы» из маленького подмосковного города Дубна. К сожалению, повод, по которому мы с вами сегодня здесь собрались, не самый приятный. Когда началась война, мне, наверное, как и многим из вас, вообще стало не до музыки, не до песен. Тем не менее, участие в благотворительном фестивале, наверное, наименьшее, что мы могли бы с ребятами сегодня сделать как группа. Спасибо, что пришли сегодня сюда, спасибо, что вы сегодня с нами. Донецк и Луганск, это точно пройдет. Это точно пройдет. С багетом мокрым на голове, с электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме, но верь же мне, это пройдет. Какой ты черный нам вымыл век, а мне мерещится вдалеке живой надежды забытый свет. Верь же мне, это точно пройдет.
пожарах петарды сердец. За стенкой душа, за душой тоска тянет в болотную топь заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Пело сердечко и плакали гордые дым. Наши тела бы могли отыскать по следам, если бы мы не забыли ставить следы. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии врата в небо только не мучиться. Ручкой маленькой я вернусь, и над твоим крохотным домиком разрыдаюсь, как ты дождем. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Знаешь, я так соскучился. Я так соскучился. Знаешь. Спасибо, Тель-Авив! Дайте мне белые крылья, я ручкой маленькой я вернусь, над твоим крохотным домиком разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. 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 Друзья, спасибо огромное. Иван, мы все видели твое второе уже интервью у Дудя. Ты первый рэпер России, признанный инагентом. Почетный статус, надо сказать. Скажи, как ты не побоялся пойти на такой шаг, на который ты пошел? У меня не было даже сомнений в тот момент, когда я приступил, так скажем, эту черту, когда выложил 2 поста в Инстаграм, вернее 3, потому что я до этого 2 недели думал обо всем, что происходит с нашими странами, и пришел к такому выводу, что я просто не могу продолжать жизнь, не сказав того, что в итоге я сказал. И ни минуты сожалений после этого не было. Скажи, после такого шага, сколько у тебя осталось адекватных слушателей в России, которые от тебя не отвернулись, так сказать? Я думаю, 95%, не считая тех 5% ботов в паблике ВКонтакте, которые негативные. А так у меня слушатели все адекватные. И даже те, которые как-то подвержены, могут быть сейчас пропаганде, я думаю, что они рано или поздно поймут все вещи, как они обстоят на самом деле. То есть тебя поддержали в основном? Я
Думаю, что да. Я понимаю, что этот вопрос зависит не от нас с тобой, но тем не менее, когда весь этот пиздец должен закончиться, как ты думаешь? Надеюсь, что как можно скорее. Вот. И это, наверное, все, что я бы мог сказать по этому поводу, потому что прогнозы давать трудно. Есть очень плохое ощущение, что это еще только начало какого-то пиздеца. Вот. Но ничего страшного, мы прорвемся. И не через такое проходило человечество. Все будет заебись. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи, мне не надо тебя. Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи, мне не надо тебя. Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса. Я еду в Саппоро, оттуда в Осака, оттуда в Токио. В моем кармане иены, а не длинные Пиноккио. Нахуй весь твой гонор, весь твой разговор дешевый. Забирай с собой своих качок. Нахуй пошел. Эти синие купюры будто Лила и Стич. Я не жму твою руку, если знаю, ты Стич. Мои треки будто вирус, да как будто бы бич. Мне охота пристрелить тебя, ведь ты ведешь себя как дичь. Я молодой миллионер, ты вообще как Гулливер. Те, кто заканчивал школу со мной, все еще ходит себе универ. Юрий запястье карте, эй, мои запястье в воде, эй. Я показал им пример, эй, трэп-революционер, эй. Люди тупые, как блогеры из инстаграма. Да, я уже реально, каждое шоу приносит мне гвал. Да, где-то не меньше полляма. Да, я стреляю, как будто Нирвана. Калаш Пакистана. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи, мне не надо тебя. Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса. Мне не надо друзей, мне не надо подруг. Сам себе пиздатый друг, я не спасательный круг. Мне не надо семьи, мне не надо тебя. Я не нужен себе сам, и я не верю в чудеса. Кто-то зовет кровать, кто-то зовет бухать, кто-то зовет курить, кто-то зовет умирать. Я и сам нормально, так что я, пожалуй, воздержусь. Кто-то зовет бухать, кто-то зовет кровать, кто-то зовет курить, кто-то... Я и сам нормально. Бля, какие вы охуенные, какие вы классные. Спасибо вам, что вы сегодня пришли. Я очень сильно рад, что мы сегодня здесь. Очень жалко, что по такому поводу, но огромное вам спасибо за то, что пришли и помогаете в такое непростое время людям. Украина действительно в этом нуждается, и, как я уже и говорил, от украинцев зависит будущее демократии и в моей стране, и в Украине самой, и в Беларуси. Поэтому это очень важно, что мы делаем сейчас, кто бы что ни говорил. Спасибо вам каждому огромное. Погнали! Ну, Тель-Авив, пой со мной очень громко. Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата. Мой отец КГБшник, моя мать с автоматом. Мои дети солдаты карательных батальонов, а мои братья блюстители наших темных районов. Чувства юмора и нет, ведь так бы я давно смеялся над жизненной ситуацией, в которую загнал себя. Нет веревки, пусть тогда меня удушит галстук. Поскорей бы умереть, моя жизнь прекрасна. Макали, галки, мой Новый год. Он снова гадкий, что принесет мне Санта, где подарки, может быть жену. Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну. Шутники и юмористы развалили на... Чё смешно, сука? Чё ты там услышал? Я чё похож на клоуна? Ну-ка встал и вышел. У нас учителя бывает бачат кашишем, а ты мне чё-то затираешь здесь про своего бывшего. Gold on my wrist. Пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хотя вроде бы чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста. Давай, gold on my wrist. Пошутил не так, и ты. Государева не милость, хотя вроде бы чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста.
Жень, скажи, пожалуйста, ты родом из Покровска, из Донецкой области. Да. Что происходит там сейчас? Ну, прям данную секунду. Ну, в это время. Я не знаю, мои одноклассники там защищают этот город. Что они тебе, в принципе, говорят, какая там атмосфера сейчас именно в Донецкой области? Ну, сейчас там вот более-менее, ну, как мне говорят мои ребята, ну, что не эпицентр, конечно, всех событий, там более-менее спокойно. Но не то, чтобы как спокойно в контексте неспокойной ситуации. У тебя есть друзья, которые конкретно воюют, которые именно на фронте? Да. Скажи, пожалуйста, как можно сегодня адекватным людям относиться ко всем вот этим вот Z-концертам и тем, кто поддерживает все это движение в России? Ну, тут странный вопрос, потому что адекватные люди адекватно к этому относятся. Ну, типа, не поддерживают все такое. Что ты имеешь в виду, как к ним относиться? Я имею в виду, что достаточно много различных известных людей, музыкантов, артистов, актеров по какой-то непонятной, тоже мне личной причине поддерживают все это движение. И я уверен, что у тебя тоже есть какие-то знакомые, наверное, с которыми ты пересекался, работал на одной сцене, которые сейчас, возможно, тоже это поддерживают. Как к этому можно относиться? Ну, я считаю, что они все преступники, как минимум. Вот. Много чего можно про них сказать, но не хочется даже время тратить. Ну, это потеря. Ну, не для меня. Ну, это пиздец. А что? Что сказать? Что, когда человек поддерживает убийство, кто он? Убийство мирных людей, поддерживать это, типа, что это? Слава богу, именно из людей, с которыми я близко общался, таких людей и артистов нет. Есть какие-то знакомые, и это, конечно, пиздец. Да, есть даже один человек, с которым я поддерживал общение, и я просто охуел. Это кто-то из близких? Ну, не то чтобы из близких, но я с человеком общался, конечно. Это был знаком, скажем так. Неожиданные бывают удивления, как некоторые люди очень сильно стараются быть на подсосе, везде усидеть. Ну, кошмар, очень жалко. Столько малодушных оказалось людей. Печально это. Доброго вечора, ми з України. Ну что, родные, вы как? Как ваши дела, друзья? Я очень рад, очень сильно рад вас видеть. Мы все очень рады, для нас это очень важный день. Каждый такой концерт будет важнейшим в наших жизнях. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Следующая песня называется «Зажигалки», и в этой песне есть слова «Я уже не понимаю, кто мой друг». Сейчас я точно понимаю, кто мой друг. Это все люди, у которых есть сердце, полное добра и справедливости. Все, кто борется против этой ёбаной войны. Все, кто на стороне добра. Мы обязательно победим, друзья. Падают в небо зажигалки из рук, я уже не понимаю, кто мой друг. Я люблю от души, но всю свою жизнь я не понимаю, кто мой друг. Падают в небо зажигалки из рук, я уже не понимаю, кто мой друг. Я люблю от души, но всю свою жизнь я не понимаю, кто мой друг. Я не понимаю, кто мой друг. Я не понимаю.
ложь, это тупик, черная дыра падает в небо зажигалки из рук. Я уже не понимаю, кто мой друг. Я люблю от души, но всю свою жизнь я люблю от души, всю свою жизнь. Спасибо. Вы мои настоящие друзья. Спасибо огромное, что пришли. Я еще раз напомню, что абсолютно все деньги пойдут с этого концерта на помощь Украине. И спасибо вам огромное за эту помощь. Так, мы продолжим. Если меня собьет на переходе, значит, я слишком доверяю. И если моя музыка не в моде, значит, я ее правильно сочиняю. Если ты перестала плакать ночью, значит, я не звонил тебе утром, значит, я не звоню тебе больше. Вырывай наше прошлое по минутам. И вроде бы все хорошо, мне кажется, крепче стою на ногах. Мои мысли кажется глубже, но иногда мне кажется, что все не так, 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 все не так. Нет, все наоборот, так как надо, так как надо. Нет, пробивает лед, после неба льется градом. Нет, впрочем, как всегда, теперь рядом, теперь рядом. Ты же знаешь все, так как надо, 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 так как надо. Если меня не ждут ни в одном доме, значит, я никого не пустил в душу. И если ты не знаешь мой номер, значит, мой номер тебе не нужен. Если ты перестала плакать ночью, значит, я не звонил тебе утром, значит, я не звонил тебе больше. Вырываю наше прошлое по минутам. И вроде бы все хорошо, мне кажется, крепче стою на ногах. Мои мысли кажется глубже, но иногда мне кажется, что все не так, все не так. Нет, все наоборот, так как надо, так как надо. Свет пробивает лед, после неба льется градом. Нет, впрочем, как всегда, теперь рядом, теперь рядом. Но ты же знаешь все, так как надо, 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 так как надо. Спасибо огромное, друзья. С вами была группа «Нервы». С вами была группа «Порнофильмы». С вами был Фейс. И все мы с вами заодно. Огромное вам спасибо. Все буде Украина. До новых встреч, родные. Я вас очень люблю. Мы вас очень любим. Мы вам очень благодарны.